Можно выдохнуть. Видите, какая красивая была. Порвала платье. Все для контента, все ради съемок, все во имя идеи. На 35 тысяч снимала видео с хрустом. И потянула нечаянно за платьишко и... Ну, это ладно. Жертва во имя искусства. Начало третьего. Уже привычное время записи моих болтающих роликов. Другого времени у меня, в общем, нет. Я поняла, что дети шумят днем, а это время самое более-менее подходящее. Так что вот удивительно, смотрите. Как я сказала уже, да? Я снимала ролик. Пластину. Сорт не помню, не буду врать. Я ее грызла, не глотала. И у меня не было ни разу желания проглотить ее. То есть даже вот рефлекса не было. Сейчас я кладу сорт, вот реально, который я люблю. И у меня как будто все мои рецепторы в прошлом видео, они спали спокойным сном, а сейчас они активировались, у них наступило утро. Они прям такие все бодрячком, слюна течет, вкусовые сосочки в восторге. Ну вот что это? Вот как это можно объяснить? Это, наверное, сродни любимой еды. То есть вот есть продукты, которые вы терпеть не можете, и есть... Ну нет, терпеть не можете. А в данном контексте, наверное, несправедливо сказать. Ну, равнодушные. И есть прям вот, которые вы в восторге. И вот с мелом также получается, в моем случае. Я, кстати, поняла, какой выход будет у меня для того, чтобы снимать чаще во время отпуска. Транслировать вам резерв, запас. Я буду в день снимать 2-3 ролика. И тогда будут и волки сыты, и овцы целы. Вы, конечно, не овцы. Я, конечно, не волк, не волчица. Но выражение сюда подходит. Ох, прям аж дышится легче. Так что не получилось у меня обмануть. Забить, скажем так, просто рот плиткой и не поесть вечером. Хотя я кушала обед, снимала ролик. Не знаю, буду выкладывать или нет, потому что свет какой-то такой дурной был. И сын младший проснулся. Ну, в общем, про запас будет. Но не факт, что я публикую. У меня очень много, кстати, непубликованных видео. Мне свойственно, что потом я передумаю их публиковать. И даже не могу сказать причину, почему. Но вот у меня есть одно с едой, просто разболтающее. Там такая глубокая мысль заложена про заработок. Ну, тема всегда актуальна всем, да. На тот момент, когда я снимала, мне казалось, что я достаточно в мягкой форме свою мысль излагаю. На днях я пересмотрела, и мне кажется, кого-то может на шутку задеть. Причем тех, кого бы мне не хотелось задеть людей, кто смотрит канал. И я вот не знаю, стоит ли вообще выкладывать. Таких видео у меня достаточно. То есть, ну, порядка 10, наверное. То есть, не сам даже формат, я сомневаюсь над ним, а посыл мысли моей. Может быть, интонация какая-то более... Менее там со временем мне кажется не очень уместным. Ну вот, трачу время на съемки, потом не выкладываю. Это типично. Типично я. Ой, ну какие же вы хорошенькие, друзьяшки мои. Не обращаю внимания. Кстати, кто еще не знает, от мела чешется голова-то. У меня затылок весь в мелу. Так как я для видео лежала прям на крошке головой. Сейчас надо бежать быстрее быть. Так вот.
у меня есть Инстаграм, не меловой лайф. Но я всегда говорила, что смотрите мелоежек, неважно, там каких-то людей, которые вас влекут. Неважно, что бы они делали. Просто СМР руками. Либо вот это по микрофону. Либо жующий рот. Всегда как бы скандировала, да, и пропагандировала то, что влюбляйтесь не только там в хруст, в подачу, но и в личность. То есть, чтобы вы симпатию однозначно испытывали к этому человеку. И делала акцент на том, что некоторые там девчонки, может, как-то стесняются, не ведут, не считают нужным, им это неинтересно. Но я далеко не только жующий рот. Я об этом говорила, говорю и буду говорить. Поэтому у меня есть лайв. Я там поднимаю тему тоже меловую. Хруст как бы просто выкладываю, ну, архивные такие видео, знаете. С гор. То есть какие-то события мои с мелом связанные в жизни рассказываю. Как вообще я пришла к мелу. Как я решила это все финансировать. Монетизировать, точнее. Финансировать не то слово. Так что... Собаки. Так что имейте в виду. И вот сегодняшнее видео, отрывки я тоже поснимаю. Скажем так, бэкстейдж, как это было. С какой сейчас пойду головой мыть. То есть, как бы в режиме реального времени, не в записи. Сторис в лайфе. Моим, кому это интересно. Опять-таки, я не говорю, что гигей пошли все 35 тысяч. Быстренько на меня подписались. Нет. Это сделает ровно только тот, кому важно перед собой видеть не только жующий рот, но что-то хотя бы, ну вот, на чуть-чуть больше. Поэтому, кто не знал, у меня есть лайф. Так чавкаю, да? Ну ладно. Мне вкусно просто. Я вкусную, я чавкаю, потому что мне вкусно. И точка. Вот тоже от настроения. Порой мне нравятся вот эти малюсенькие кусочки, да, кушать. А порой мне прям вот эта глыба. И мне нравится, не знаю, как будто какой-то инстинкт хищника просыпается. Ее держать, об нее мазаться, пачкаться. А как здорово, что у нас есть выбор. Тоже моя достаточно часто упоминаемая фраза про то, что здорово, что мы все разные, здорово, что у нас есть выбор. И вообще мы живем в прекрасное время. Последний кусочек смакую. Побегу мыть свои колтуны от мела. В голове сейчас мела, наверное, грамм 100 точно застряла, потому что я лежала на крошке. Буду идти и сыпать по квартире мелом. Хорошо, что не песком. Ребята, спокойной ночи.